Привет любителям и профессионалам! Сегодня я покажу вам довольно простое в изготовлении устройство, с помощью которого при определенных обстоятельствах заработать сможет даже ленивый. И пусть вас, ребята, не вводит в заблуждение внешняя простота конструкции, потому что простота равно надежность, а значит зарабатывать будет проще и легче. К тому же в ролике посетим пару интересных локаций, ну и одно место, куда все мы с вами можем попасть в любое время, но выбраться оттуда может не каждый. Ну а поскольку зарабатывать таким образом я буду первый, но надеюсь не последний раз, то поэтому изготовил сразу две конструкции с немного отличающимся конструктивом. Управиться с изготовлением я надеюсь всего за полчаса, потому что все, что нам понадобится, это вот такой кусок трубы 60×40 со стенкой двойка, а также обрезок 70-го уголка длиной около 20 сантиметров. Итак, на профильной трубе отмечаем 100 миллиметров. Находим середину трубы и соединяем получившиеся точки. Вот такой у нас получился треугольничек. Расчерчиваем то же самое с обратной стороны. И, как вы догадались, отрезаем все лишнее. Кстати, ребят, хотел поговорить о безопасности. Если вы не уверены в себе, в машинке или в отрезном круге, то всегда используйте защиту. Кстати, если вы думаете, что использовать УШМ без болгарки это чисто русское разгильдяйство, то спешу вас огорчить, что вы глубоко заблуждаетесь. Потому что у меня в копилке есть большое количество фрагментов из чужих роликов. Возможно, я даже покажу их когда-то вместе, где УШМ без защиты используют даже на южнокорейском производстве, в американских шапах. Ну и, конечно, мастера многих стран из дальнего и ближнего зарубежья. Естественно, не используйте эту информацию как призыв к действию, обязательно соблюдайте технику безопасности и будет вам счастье. Так, ну а пока я втирал вам тут какую-то дичь, совсем забыл сказать, что данную разметку, в принципе-то, надо делать на всех 4 сторонах нашей профильной трубы. Ну, в принципе, ничего страшного, сейчас мы все это исправим. Так, еще раз говорю, что делаю это приспособление всего первый раз. Я думаю, на втором варианте все будет гораздо быстрее. Итак, после 3 минут одной из самых травмоопасных работ в мире, а я считаю, что это именно так, мы получаем вот такую интересную развернутую заготовку. Естественно, с помощью молотка придаем ей конусообразный вид. Стараемся, и это очень важно, делать все ровно и аккуратно, чтобы острый конец конструкции в проекции был ровно по центру нашего профиля. Так, далее небольшое количество сварочных работ, куда же без них. Обвариваем 4 стороны нашего конуса. Здесь каждый сам себе хозяин. Хотите, варите сплошняком, то есть сплошным швом. Хотите с отрывом, хотите прихватками. Абсолютно без разницы. Главное получить крепкий и надежный сварочный шов. Как это сделал я, увидите на следующих 20 секундах. После сварки, как обычно, зачищаем сварочный шов, а также слегка притупливаем нос, чтобы в дальнейшем не пораниться. Итак, результат впечатляет. Всего за пару минут у нас получился вот такой обалденный конус на профильной трубе. Так что дальше переходим непосредственно к обрезку уголка. И тут, ребят, меня немного задавила жаба. Думаю, что использовать этот чистенький, ровненький кусок уголка, когда у меня есть старый, с прихватками и даже слегка загрунтованный. Именно его сейчас мы будем нарезать. Отмеряем 90 миллиметров. Засовываем это все в самодельный станок из 230-й болгарки. Здесь, ребят, как видите, кожух у меня на месте. И отрезаем ровным, чистым нарезом. Ну а поскольку для конструкции нам необходимо 2 уголка, то делаем и второй рез. Все, ребята, подготовительный процесс закончен. Теперь самое главное для изготовления нашей приспособы — это правильно приварить уголок к трубе. Отступаем от края 10 миллиметров. Слегка прихватываем уголок.
И проходим 2 шва по ребру трубы. Далее таким же образом крепим второй уголок. Нам необходимо, чтобы оба они были в одной плоскости, поэтому прикладываем что-нибудь, чтобы создать эту самую плоскость. Все, парни, ну и девчонки, конструкция для зарабатывания денег в ближайшие пару дней готова. Сейчас мы с помощью лепесткового круга придадим ей более эстетичный вид. Немного зачистим от заусенцев, чтобы не повредить наши руки. Они нам еще пригодятся. И поскольку, повторюсь уже не знаю в который раз, изготавливаю я данную конструкцию впервые, поэтому сделал и вторую приспособу, которая конструктивно немного отличается от первой. Если вы заметите, то это углом нашего конуса. Вот так обе приспособы выглядят. Я думаю, они обе нам и понадобятся. В принципе, лучше иметь 2 приспособы для зарабатывания денег, чем ни одной. Я думаю, вот так. Так, ребята, утро следующего дня. Мы движемся к цели, вернее, к месту, где нам предстоит испытать наши приспособления. Сзади у нас болтыхается прицеп, бедняга. Дорога, как видите, гравийная, разбита местами довольно сильно, а нам предстоит забраться на ту гору. Так, кое-как пробился я все-таки по этой бездорожью практически. Вот он наш прицеп. Как видите, по состоянию все в грязи, но ничего. Вроде сетка не пострадала. Теперь, я думаю, многие догадались, для чего нам нужно приспособление. И томить, и держать интригу дальше как бы больше нету сил. Сегодня мы будем с вами оккультуривать, ребята, ритуальные захоронения. Вот такое у нас здесь место. Место довольно старое. Судя уже по количеству надгробий, я уже заходил, посмотрел. Так. Все, в принципе, доехало у нас в целости и сохранности. Хорошо, что столбы будут в пленке. Но прицеп, да, предстоит мыть. Я так понимаю, не 1 час. Даже стрэп он потерял. Ладно, ребята, обещал вам интересные места. На данном этапе мы находимся с вами или вернее, возле пограничной зоны. Вот он стоит аншлаг с запретом прохода. Так, я потихоньку выкладываю все, что нам надо. Вот наши приспособы. Количество 2 штуки, как и говорил. Взял обе. Посмотрим, как они себя зарекомендуют. Так, использовать будем 3D-сетку высотой 1 метр, а столбы у нас, ребята, 2 метра. Не 1,5, не 1,7, а ровно 2. То есть 95 сантиметров или метр практически нам надо загонять будет в землю. Столб у нас из оцинковки 1,2, завальцованный и покрашенный. Общий периметр кладбища порядка 200 метров, поэтому нам необходимо будет установить 80 столбов и около 80 пролетов. Кладбище действительно очень старое, к тому же рядом здесь где-то находятся курганы-могильники под защитой государства. Дальше, наверное, схожу, покажу, найду это место. Но, судя по поломанным надгробиям, также по большому количеству отсутствующих надгробий на уже старых могилах, ясно, что кладбище лет 300, может быть, даже 400. Хотя могильники эти самые и покажут точную дату. С Москвы приезжали еще, блядь, годов 30 назад. И что и нашли? все, были раскопки, там нашли захоронение. Так. И поставили шильду, охраняется государством. Попозже подойдем, посмотрим. 11-12 век. Да ты что? Ладно. Так. У нас, в принципе, сегодня не археологическая экспедиция. Приехали мы немного по другому вопросу. Поэтому, прежде чем показать вам результат, немного набили руку, закрыли одну сторону кладбища, вернее, загородили. И могу сказать, что приспособление работает и уже зарекомендовало себя на отлично. Так вот, если вам интересен сам процесс, конечно, сейчас я вам с радостью покажу. Итак, берем приспособление, берем молотобойца, 1 штука. Устанавливаем приспособу, не молотобойца, по шнурке и загоняем в землю. На 60, 70, а то и 80 сантиметров. При этом, понятное дело, стараемся поймать уровень.
Далее приспособление извлекаем, на его место устанавливаем тонкостенный столб и через деревянную прокладку загоняем его на необходимую нам высоту. Также выравниваем все по уровню и фиксируем нашу 3D-сетку. Итак, приспособление с легкостью позволяет нам загнать тонкостенный столб на глубину около 1 метра, что, согласитесь, уже немало. К тому же за счет острого конца она легко раздвигает в стороны корни, отодвигает, да, это дальше продемонстрирую, потому что забор будет проходить практически в 30 сантиметрах от рослых деревьев, у которых развитая корневая система, но нам удалось сделать так, что все столбы стали на свои места. Вот, ребят, честно, работать таким образом одно удовольствие. Даже если столб куда-то уводит из-за корней и веток, то легко исправляется обыкновенной мартышкой и строго устанавливается в плоскости. Кстати, на кладбище нашел элементы и холодной и горячей ковки. Смотрите, какой симпатичный был когда-то крест. Я думаю, на то время, когда его изготавливали, он стоил каких-то определенных денег. А сейчас это просто часть надгробия. А тут у нас, ребята, еще представлено и чугунное литье. Тоже выглядит вполне себе симпатично. Как видим, у нас крест. Я бы даже назвал его... Мне кажется, он даже больше похож на мальтийский крест, чем на католический или тем более православный. К сожалению, верх этого литья обломан. Нигде рядом ничего не валяется, поэтому точно узнать нам, наверное, уже не суждено. Так, ну у нас работа движется. Уже 3 стороны закрыто. Поэтому самое время сейчас, наверное, сходить, пока проход открыт, к тем самым курганам, которым практически 1000 лет. Как сказали знающие люди, здесь всего около 50 метров. Поэтому сейчас мы их быстренько пройдем и постараемся найти ту самую табличку. Кстати, еще интересный факт. В копилку все старые кладбища огораживали рвом. То есть по периметру раньше шел довольно глубокий ров. Это было что-то вроде разделительной черты между двумя мирами. Так, ну что, ребята, вижу эту табличку. В принципе, значит, не ввели меня в заблуждение. Все это правда, а то я не сильно доверял всем этим рассказам. Читайте сами. Действительно, 11-12 век. Да, дела. То есть получается, что все эти холмики, а их тут довольно много, возможно, камера не передает. Небольшие довольно холмики являются захоронениями. Интересно. 10-12, вернее, 11-12 век, это вам, ребята, не половцы и к печенеге. Это, наверное, скандинавы. Хотя, если бы нашли что-то очень интересное, там, скифское золото или еще что-нибудь, то по-любому здесь были бы экспедиции за экспедицией. Но все равно, таких старинных кладбищ я еще не видел. Поэтому, ребята, как видите, я вам не соврал. Показал действительно интересные места, на мой взгляд, интересные. Ну, а также место, куда мы с вами, все с вами, можем легко попасть в любую минуту. И вряд ли с этим кто-то будет спорить. А вот выбраться, когда попал, как я и говорил, практически никому не удалось. Ну, я таких людей не знаю. Ладно, с этим разобрались. Теперь, что касается заработка с помощью приспособы. Показал все как есть, она действительно работает и помогает запихнуть тонкостенную профильную трубу на довольно большую глубину. В данном случае на 1 метр. Без нее, без деформации трубы это вряд ли получится. Скорее всего, вообще не получится, потому что работаем мы, как видите, в лесу. Здесь кусты, деревья. Так что без данной приспособы заработать будет либо практически невозможно, либо у вас уйдет большое количество времени для того, чтобы сделать это самый 3D-забор. Ну а по факту, спустя 2 дня старое и практически заброшенное кладбище окультурено и огорожено. И это несмотря на то, что периметр ограждения проходил практически в непосредственной близости от больших деревьев. Так что приспособа помогла и очень сильно пригодилась. Всего 8 столбов, и выглядит она сейчас вот таким образом. Даже если захотите, так не согнете. Как по мне, так получилась довольно симпатичная гармошка. Думаю, если бы забора было метров 600, было бы еще круче.
использовали именно остроносый вариант этого приспособления. Второй вариант, к сожалению или к счастью, не пригодился. О деньгах на кладбище, я уверен, говорить не стоит, но скажу, что приспособление помогло заработать и вполне неплохие деньги. Так что, ребята, кому понравился ролик, ставим лайки, дизлайки, обязательно подписываемся, ну и обязательно жду ваших комментариев. Ну а дальше, как обычно, прямые руки вам в помощь, всем удачи, здоровья, мирного неба над головой, не хворайте, прорвемся.